Приветствую всех, кто смотрит это видео. В нем рассмотрим регулировку пластиковой двери на плоских петлях. Регулировка осуществляется в 4 местах. Это внизу петли, под декоративной планочкой, непосредственно на самой петле, вот она отверстие, и на коробке, где находится железная планка замка. Теперь остановимся на каждой регулировке более подробно. К примеру, наша дверь просела и цепляет за коробку вверху. Тогда нам надо ее отодвинуть от коробки. Для этого нам надо на петле снять вот эту декоративную накладку. Снимается она в моем случае шестигранником толщиной 3 мм. Вот сюда вот здесь вот находится винтик. Мы его откручиваем. Откручиваем не полностью, чтобы он у нас потом не затерялся. И с обратной стороны снимаем декоративную накладку. Затем отпускаем вот эти вот 4 крепежных саморезика. Буквально чуть-чуть, чтобы появился зазор между петлей и нашей дверью, чтобы она могла спокойно поддаваться регулировке. Затем мы здесь видим регулировочный винт. Вот он у нас находится. Для регулировки используем шестигранник уже на 5. Вставляем его в регулировочный винт. И закручивая этот винт, мы дверь отдаляем от коробки. Откручивая этот винт, вот если так крутить, то дверь мы приближаем. Вот этим вот винтом регулируем зазор. Но регулировать надо вот если у вас, например, цепляет вверху, то надо регулировать на верхней петли и на средней. У меня дверь находится на 3 петлях, поэтому регулируем на средней петле и на верхней. Если внизу цепляет, то регулируем на нижней петле и на средней. Более подробно я сейчас вам покажу. Вот у меня есть такая же петля, как установлена на пластиковой двери. На ней я хочу вам наглядно показать, как происходит сам процесс регулировки. Вот эти вот 2 штыречка входят в дверь, и когда мы крутим вот этот вот регулировочный винт, они тем самым двигают дверь то ли вправо, то ли влево. Вот сейчас я откручиваю, и наши штырьки идут вправо, то есть прижимают дверь к коробке. Сейчас я закручиваю винтик, и наши штырьки, которые ходят в зацепление с дверью, отодвигают нашу дверь от коробки. Вот тут вот близко все хорошо видно. Так, вот с этой регулировкой мы разобрались. Теперь еще один вариант регулировки. К примеру, если дверь трется о порог, ее надо поднять вверх. Регулировку начинаем с нижней петли. Вот здесь вот с торца есть гайка. Для этого надо использовать шестигранник на 6 мм. Мы ее закручиваем, дверь у нас поднимается. Откручиваем, дверь опускается. Но регулировку надо делать одновременно на всех 3 петлях. Потому что, чтобы дверь равномерно сидела на них. А то иначе получится, вы одну петлю подняли, а на остальных 2 она будет висеть. Поэтому, к примеру, здесь вы закрутили гайку на 90 градусов,
То же самое, такую же процедуру проделали на средней петле и на верхней. И проверили, чтобы дверь не цепляла за порог. И вот опять на этой петле я хочу вам подробно показать, как это все работает. Вот эта гаечка. Вот я ее закручиваю. Я сейчас буду закручивать много, чтобы было видно и как она туда заходит. Вот она заходит довольно-таки глубоко. И тем самым поднимает дверь. Поднимает вот этот вот пластмассовый стакан, который, соответственно, поднимает и нашу дверь. Давайте я еще, сколько можно, ее закручу. Вот тут уже зазор появляется. Вот максимальное ее положение. И также откручиваем, и наша дверь опускается. Здесь все понятно. Так, вот переходим еще к одной регулировке непосредственно на самой петли. Вот она, это отверстие. Сюда вставляется шестигранник на 3 мм толщиной. Здесь мы регулируем что? К примеру, вы начинаете закрывать дверь, и она закрывается нелегко, а вот такое ощущение, как будто она тянет. То есть сама дверь сильно прижата к коробке. Ее надо, так сказать, отодвинуть от коробки, чтобы она спокойно не тянула, а закрывалась. Или, к примеру, вы заметили, что здесь не плотно дверь прилегает к коробке и поддувает. Тогда будем регулировать прижим двери к коробке. Вот если посмотреть сверху, здесь мы видим ось петли и вот такой эллипс. Для чего это, я сейчас покажу. И опять вот на примере данной петли я хочу вам показать, как работает эта регулировочка. Вот сейчас мы можем наблюдать, что вот этот вот вал, он находится по центру. Вот давайте я вот так вот вам покажу на просвет. Вот он находится по центру, вот они риски. Это заводская установка. Когда мы начинаем откручивать регулировочный винт, то вал петли перемещается влево. Он перемещается влево, тем самым прижимая сильней дверь к коробке. Когда мы закручиваем, вал перемещается в обратную сторону, то есть вот сюда вправо. И тем самым отодвигая нашу дверь от коробки. Но мы выставим вал в среднее положение, потому что дверь у нас открывалась и закрывалась довольно-таки неплохо. Все, я закрываю и собираю нашу петлю. И идем на последнюю, на 4-ю нашу регулировочку. Так, ну вот мы подошли уже к 4-й точке регулировки пластиковой двери. Она заключается также в регулировке прижима дверного полотна к коробке. Осуществляется этот прижим вот этой вот планочкой. В эту планочку входит в зацепление язычок замка. Поэтому, если взять и слегка ослабить вот эти вот два винтика, то мы можем, соответственно, перемещать вот эту планочку. Если мы ее перемещаем вовнутрь, то дверь у нас прижимается сильнее. Если мы ее перемещаем наружу, то дверь прижимается слабее. И как отрегулировали, и сразу фиксируем вот этими двумя винтами. Так, ну вот и все, я хочу вам сказать. В данном видео мы рассмотрели 4 точки регулировки пластиковой двери. На этом я хочу закончить свое видео. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Жду вас на своем канале. Все, всем пока. До новых встреч.